двери закрываются. Следующая станция Речной вокзал. Итак, следующая станция Речной вокзал. Я начинаю свое путешествие в Питер на этот раз. Выходим на улицу. Итак, от Речного вокзала мы едем до платформы Бутакова. Тут все люди, которые стоят, они едут в Шереметьево, а нам в Шереметьево не надо, нам надо проехать всего несколько остановок до Бутакова. Итак, я жду 851 автобус. Люди говорят, уже полчаса не могут его дождаться. Такая толпа большая собралась, мощная. Все ждут автобуса. Итак, спустя где-то полчаса ожидания подъехал автобус. Люди толпятся. Надеюсь, хоть сяду. Ой-ой-ой. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает филиал Зеленоградский автокомбинат Мосгортранс. Автобус следует по маршруту номер 851 до конечной остановки аэропорт Шереметьево, терминал Д. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливыми. Уступайте места пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми и инвалидам. Следующая остановка – Беломорская улица. Итак, я добрался до остановки Бутакова. Но, к сожалению, у меня уже тут же появилась первая проблема. Нет картона, а тут надо стопить с картоном. Так как многие сейчас едут именно в Питер. Сейчас будем искать, у кого есть интересный картон. Итак, я в магазине нафриганил такую вот большую коробку. Как ни странно, работала там азиатка такая из Таджикистана, в общем, из Средней Азии, скорее всего. За что им огромное спасибо круглосуточному магазину. А мы сейчас будем рисовать на этой коробке. Итак, я сделал вот такой вот картонку СПБ типа Санкт-Петербург. Надеюсь, что сейчас я успешно остановлю кого-нибудь в этом направлении. Я встаю на дорогу. Может, кто и остановится. Я стою. Тут такая большая пробка на выезде из Москвы. Но никто мне, как назло, пока что не останавливается. Уже минут 20 тут стою. Я читал в Хичвике, что это очень хорошая точка. По факту, что-то не очень. Так что-то я невезучий. Решил сесть на автобус, подальше отъехать от города. Ну, сел я на автобус, который идет в Шереметьево. Он сейчас сворачивает. А мне нужно на следующий сесть, который, я не знаю, номер, который идет с Речного вокзала, и доехать одну остановку. К счастью, там нет турникетов, и поэтому можно без особых угрызений совести садиться и ехать. Итак, я проехал, даже не доехал до Зеленограда, все тут вот стою и не могу уехать, голосую. Никто мне что-то не остановил, по табличке буду без нее пробовать уехать. Итак, первая машина, далеко не уехал, к сожалению. Игорь Васильевич меня только до Сходни довез. Мне осталось еще 650 километров. Много, конечно.
Ну, погнали дальше. Итак, я добрался до Зеленограда на 2 машинах. Мне советовали ехать дальше в Норвегию. Надо над этим будет подумать. В общем, вот он я. Мне еще до Питера очень долго. Надеюсь, что все же доберусь сегодня. Пока голосуем. Хочу в Питер, господа. Остановите, пожалуйста. Я все торчу на заправке Shell в Зеленограде. Такой уровень шума. Мне уже он так надоел, если честно, и хочется отъехать. Хоть, я не знаю, до другой области, чтобы было потише. И трафик сменился. Потому что тут весь трафик, в основном Москва и Московская область. А чем дальше, тем лучше будет. В общем, я чуть-чуть утомился. Заехал все-таки в город Зеленоград. И дальше думаю поехать на электричке в Тверь. И переквалифицироваться в электричкера. Тут до станции Крюково, отсюда автобус вроде ходит. Приехал. Не знаю, наверное, пора уже на электричку садиться. Такой вот Зеленоград, типа. Так я вошел на платформу Крюкова, тут стоит какой-то перронный контроль, чувак до людей докапывается, типа, люди, покажите билеты, люди, покажите билеты. Не понимаю, нафиг он нужен? По-моему, его молча надо проходить, ничего не показывая, и все. Он даже не рассматривает. В принципе, вот, я так понимаю, они хотят поставить тут турникеты. Хотя раньше вот такой был невысокий забор, а то, что делают они, это просто уродство. С этими высокими заборами, похоже на тюремные. Я не знаю, как я буду ехать сейчас, это будет весело. Ну ладно, мне не привыкать. Я же уже опытный электричкер. Итак, я сел на электричку до Твери, Крюково. Надеюсь, что все будет хорошо. Уже 2 раза побежал от контролеров, это какая-то интенсивная проверка. И так контролеры совсем охренели. Снова пошли, нас снимают. В общем, с перебежками от контролеров я прибыл в Тверь. Тут уже низкие платформы, и я жду свою электричку. Итак, 6-вагонки на Москву, на Балагое. Чувствую, это будет весело. На такой прокатиться. Давно не ездил. Так.
Сейчас придется снова бежать. Они пошли по составу в обратном направлении, дошли до первого и пошли к последнему. Повторно решили проверить. Вообще, почему-то на Октябрьской железной дороге они страдают повторными проверками. Искусство бегства. Поселенская платформа. Осторожно, двери закрываются. Наш примерно такая вот электричка. Такие длинные тут платформы и высокие уже начинаются. Но мы тут выходим, потому что дальше в принципе нету смысла ехать. Нам надо выходить на Ленинградку. Итак, я приехал в Вышний Волочок. Какие-то отдаленные места. Поезд стоит какой-то. Сейчас будем пробовать дальше стопить. Надеюсь, мне удастся уехать отсюда. Я уже много отъехал до Москвы, точнее от Москвы. Почти что полпути проехал. Пойду-ка я по парку. Давайте посмотрим Вышний Волочок. Собирают пластик. Есть сравнительно красивый парк. Или сад с полностью или почти раздолбанным асфальтом. Иду я по прямой улице в Вышнем Волочке. Столько шума. И так очень странно все выглядит. Простоял на перекрестке, там остановка запрещена. На остановке тоже, получается, остановка запрещена. Очень странно. Хотя тут тоже есть съезд. Я думаю, надо попробовать на остановке постопить. Ну, собственно, я вот добрался до Питера. Меня высадили на проспекте Славы. Поздравьте меня.
Итак, вот это вот эталонные питерские какиши по версии МШ. Успех. Я не знаю. Можете сфоткать. Просто я расскажу корешам, понимаешь, они не поверили. Просто, чувак, одна фотка. Я понял, я жду. Я утилизатор, сука. Чего? Я решала какой-то, блядь, сука. Да просто Я вот это помогаю людям, да. Нет, ты же Просто говоришь, это ты хуйня, говоришь, рибаки коричневые, то есть, ну, с подошвы, то есть, на 100 пудов твои. Понял, да? Сука, ебать. Чувак, короче, так мы, это? мы шли, увидели эти рибаки, вот, и пошли дальше. И потом чувак подходит такой, говорит, блядь, где мои, сука, кроссовки? И мы просто идем, хуй знает откуда сюда. Это молодуха, сука, такая, вроде была. Такая хуйня. Почему я от тебя не избавил только нахуй? Первый лави пили, да, я понял. Пиздец. Ну, ложим, да, ну. Мне точно так же сегодня повезло. Вот. Я тоже сегодня свои вещи оставил, забыл, я их нашел. Поэтому я думаю, тебе тоже должно повезти, чувак. Подписывайся на канал, ёпта. Да какой канал-то, ёпта, скажи, вот такого, вообще, такой широкий, ёпта. Все на канал, правильно, тревел, ёпта. Слышь, ты что, мавродишь, что ли? Да. Вот. Ну все, короче.